в этой серии. Офигеть, это турель! Ух ты. Такого тут не было. Ой. Ой. Ай. Здравствуйте, мистер Паук. Короче, я подружился с Ривером. Ёлки-палки, что это было? У Немезиса щит выключен. Он сломал щит. У нас появился Дискорд-канал. Заходите, общайтесь. Ссылка в описании. Доброе утро. Утро начинается с атаки Ривера. И, судя по всему, я в безопасности. Кораблик довольно-таки нормального размера. И он летит на станцию Мяу. Я даже не думал, что эта идея сработает. Ну ладно. В общем, видимо, теперь я могу отвлекать их туда. Ну да. Он сейчас начнет атаку, но он не сможет ее закончить, так как оно все внутри. Блин, это прикольно. В общем, начинаю я сегодняшнее утро с того, что собираюсь на Луну. Все-таки меня очень заинтересовала эта идея сделать что-то на Луне. И так как я сейчас быстренько сгонял за прототехом, так сказать, добыл интересный предмет. Вот такой вот. Возможно, я его буду использовать на каком-то корабле, возможно, на какой-то базе. Не знаю. Это мы еще потом выясним. А так, я собираю Немезис, собираю корабль. Дайте ему, пожалуйста, имя. Его все еще нету. И отправляюсь на Луну. Так что встретимся уже там. Кажется, станция Мяу работает прекрасно и делает свое дело. В общем, Ривер просто крутится и ничего не может сделать. Это забавно. Станция Мяу — это часть будущего проекта. Я, в свою очередь, принял такое решение. Я же отправлялся за прототехом. И я так подумал, гироскопы мне все-таки не нужны. Их, в принципе, пока что хватает. А вот очистительный завод, вот это уже темка крутая. И самое интересное, я не буду ставить его на базе. На базе и так полно очистительных заводов. Не прототех, конечно, но как бы да. Я поставлю этот очистительный завод на другой базе, которую нам только предстоит построить. Поэтому беру все компоненты для него и отправляюсь на Луну. Итак, был сделан первый прыжок в сторону Луны. Я прыгнул в сторону от планеты, чтобы она мне не мешала. И хочу обратить ваше внимание на правый верхний угол. Там какие-то вот надписи, что-то типа Peak Target, что-то вот такое. Это говорит о том, что радар и вооружение засекли какой-то корабль, какую-то станцию, какой-то объект, в общем, в радиусе поражения. Вот таким образом я нахожу каких-то врагов и все такое. И на колесико мыши я могу переключиться и посмотреть, что оно нашло. И я вот вижу какую-то цель. Я также видел красный сигнал. Видимо, пиратский корабль. Вот на колесико мыши я переключаюсь. Ну, все оно в той стороне. В принципе, 8 километров. Давайте слетаем. В любом случае, пока что перезаряжается прыжковый двигатель. Поэтому полетели, посмотрим, что это такое. 77 метров, довольно-таки большой корабль. Это же корабль, да? Гидротанк. Ну да. В общем, лечу туда и посмотрим, что там такое. Так, что мы видим? Мы видим корабль и какую-то палку возле него. Возможно, это часть корабля. Ладно, давайте подлетим еще ближе и посмотрим. Что-то я не понимаю, что это. Да ну! Неужели это турель? Так, давайте-ка я Офигеть, это турель! Окей. Я, короче, припаркуюсь возле него и посмотрим,
Я надеюсь, это не ловушка, и оно не взорвется все это. Офигеть. Так, давайте для начала припаркуюсь. Как только я сказал о парковке, в меня сразу же выстрелил какой-то лазер. Охренеть. Так. Это проблема. Это проблема. Ладно, давайте я поднимусь выше. Блин, он прям заметно щит пробивает. О, все. Я в его недосягаемости. Я хотел припарковаться, чтобы посмотреть, как я буду выглядеть на фоне этой огромной пушки. Но по мне начал палить лазер. Что же сделать? Да, наверное, сам его обезврежу. Короче, да, сейчас я пойду и обезврежу его. Сейчас вернусь. Итак, фиолетовым нам обводят блоки, которые нужно обезвредить для того, чтобы корабль взломался. Я надеюсь, ты не сможешь по мне стрелять с такого места. Да, супер. Корабль куда-то уплывает. Охренеть, вот это пушка. Вот это находка. Блин, знаете, это же мой корабль. Это же мой вот этот фрегат, который я делал у себя на базе. То есть у меня был его чертеж, я сделал этот корабль, позаменял тут ускорители и поменял вот эти вот баки на контейнеры. И вот как раз таки вот сюда вот я парковал свой бур. Офигеть, это же буквально этот самый корабль. Подожди, И тут водород есть, вот тут написано, что тут по половине водорода, то есть тут примерно 15 миллионов литров. Окей, это круто. Это круто, но круче всего вот эта вот штука. Боже мой, что это такое? ZS-1200. Вот она. Офигеть. Ну, в принципе, я могу ее уже строить, просто я даже не обращал на нее внимания. Окей, тогда я спиливаю. Нормально, я так репутацию теряю с пиратами, но да неважно. Так, все, оно обезврежено. Теперь, по идее, этот корабль принадлежит никому. Да, все, я его передаю себе. Блин, а как поступить? По сути, мне этот корабль не нужен. Мне нужны только водородные баки и вот эта пушка. В принципе, я могу тут как-то это зацепить. Блин, короче, надо подумать. В общем, вот так вот все это выглядит. Я отрезал половину корабля, забрал топливные баки и пушку. И, кстати, ко мне подлетает какой-то корабль, поэтому пора валить отсюда. В общем, не буду вас томить. Сделаю прыжок. А насчет вот этого вот трофея, так сказать, который я только что получил буквально бесплатно, я считаю, что удача — это тоже один из факторов успеха, поэтому почему бы и нет? Почему бы не воспользоваться таким шансом и на халяву забрать кучу топлива и огромную пушку? Все, в общем, делаем прыжок и продолжаем путешествие. Я так посмотрел, в принципе, аванпост в одной стороне от базы, поэтому давайте-ка залетим на аванпост, посмотрим, что там происходит. И, наверное, я там дозаправлюсь льдом, потому что у меня лед уже закончился. Так, 1 километр. О боже, какие звуки. Ладно, все нормально. Так, главное не протаранить аванпост. Аккуратненько подлетаем. Ух ты. Такого тут не было. Что это такое? Так, все, Немезис остановился. Пойдем посмотрим. Ух ты. Прикольно. То есть сюда прилетает корабль, выгружает, а потом... Блин, здорово.
Ой, гравитации нету. Все-таки не зря я его, видимо, чинил. Так, пойдем посмотрим, что тут есть. А ну-ка. Уровень воды низко. Блин, тут нету льда. Ладно, значит, я сделаю вам услугу. Пособираю тут все растения. Посажу их потом обратно, но для начала надо бы пополнить запас льда. В общем, сейчас вернусь. Им повезло, что мне самому нужен лед. Поэтому да, привезу им, ну, 1200. Все. Я думаю, этого хватит на какое-то время, пока сюда кто-либо не прилетит опять. 200 тысяч. Так, и в качестве платы за такую услугу я, конечно, сделаю тут вот эти вот все штучки. И посажу тут все. Вот. И в качестве платы за это все я заберу остатки еды. Потому как, ну, блин, лед как бы тоже денег стоит. Короче, да. Я сажу все, что тут есть, забираю остатки и улетаю отсюда. Я надеюсь, встретимся на Луне. Надеюсь, мне не встретится опять огроменных размеров пушка. Блин, ее буровой корабль закрывает. Ну да ладно. Добрался я до Луны. Нашел вот такое вот довольно-таки ровное и большое место снизу, как видите. И плюс оно все окружено льдом. Поэтому, скорее всего, где-то там я и буду строиться. Мне уже говорили, что Немезис может спуститься на Луну и, в принципе, взлететь с нее, но я, пожалуй, этого делать не буду. Он слишком тяжелый, и если на меня кто-то вдруг нападет, особенно на водородных ускорителях, мне будет очень-очень тяжко. Поэтому план такой. Я передаю вещи вот в этот кораблик, который у меня снизу прицеплен. Дайте ему, пожалуйста, название. У него все еще нету названия. Вот, передаю все необходимое для обустройства какой-то базовой начальной базы. Спускаюсь на этом корабле вниз, где-нибудь там его оставляю, а сам лечу вот сюда. Это станция, там есть безопасная зона, и там я оставлю Немезис на какое-то время. Он мне, в принципе, не пригодится здесь для обустройства базы. Возможно, буду залетать к нему ради ресурсов или чего-то такого. Короче, я все это сейчас сделаю и вернусь к вам. Итак, перебрался ближе к станции, ну точнее прямо в купол станции. Собирался перемещать корабль, компоненты, вот эту вот пушку с баками, но неожиданно появились ребятки. Довольно-таки здоровые, кстати. Вот первый и вот второй. И учитывая, как они близко пролетают, скорее всего, тут будет сейчас какая-то суета. Потому что, как я говорил ранее, здесь прям большая активность в этом секторе. Так, давайте-ка посмотрим на них. 83 метра и 104 метра. Ну да, довольно-таки большие кораблики. По идее, они меня... Да, скорее всего, они меня заметят. Но я в защитном куполе, мне как бы это не страшно. Но было бы интересно посмотреть на них вблизи. А еще было бы интересно, если бы они заметили кого-то другого на планете, скажем. В любом случае, у меня на Немезисе включена антенна. Я не помню, сколько, 2,5 или 3 километра. Так что да, они, скорее всего, меня увидят, когда будут пролетать. Ну, подождем, увидим, что будет. Так, надо думать, как бы от них отвязаться на самом-то деле. Мне в любом случае нужно вот эти вот водородные баки и пушку прицепить к Немезису. Потом перегрузить компоненты для постройки базы на новый корабль. И после этого уже лететь строить базу. Но, как вы понимаете, с вот такими вот ребятами я не смогу ее нормально построить.
И чё, они меня, типа, правда не видят? Ой. Ой. Кажется, он меня видел. А что ты мне сделаешь? А я в защитном куполе. Да, офигеть. Я думаю, они понимают, что здесь они бессильны и просто игнорируют меня, когда я нахожусь внутри. Но это забавно, это забавно. Вообще можно полететь куда-то вот туда, к примеру, или еще куда-то. И, так сказать, заагрить их. Не знаю, короче, я жду, пока они свалят. Делаю все, что говорил, и возвращаюсь к вам. Забавно наблюдать, как мимо пролетает корабль вообще без опознавательных знаков. То есть обычно они летают с антенной. Это корабль корпорации Инкон, 137 метров, но сейчас он летит вообще без антенны. И, ну, мне кажется, я знаю, почему вон до сих пор стоит два ривера. Они, кстати, просто летели и остановились в той зоне. И все, они там стоят. А теперь он, видимо, пролетает возле них, заметил их и вырубил антенну, чтобы не заагрить. Блин, это прикольно. Сделал маленькую перекраску. Теперь снизу черный цвет, как и прежде, а сверху такой более сероватый, под стать Луне, на которую я сейчас буду приземляться. Также в этой локации появился еще один ривер. Я, короче, их игнорирую и пробую спуститься на Луну, чтобы начать строить свою базу, так что встретимся уже там. Так, приземлился я на место потенциальной базы, и, как вы видите, ну точнее, как вы ничего не видите, тут ночь, и также в этом секторе появились корабли фракции Правда, и они довольно-таки, кстати, классные. То есть, опять же, вот летит главный такой корабль, и возле него два маленьких дрона. Это очень прикольная идея. А еще по направлению полета они летят примерно в сторону ривера. Не знаю, будет у них файт, не будет. В общем, я в любом случае пока что на планете. Да, я уже тут настроил свет, но я не хочу его включать. В принципе, давайте на секунду включу. Вот так, оп. Ну, в принципе, все видно возле корабля. Но в любом случае я, наверное, пойду посплю. Блин, надо бы подумать про освещение в корабле. Подождите, возможно, такое и есть. Возможно, я его просто случайно выключил, да. Вот. В общем, пойду немножечко посплю, пока тут происходят какие-то разборки. Вот, посмотрим, что будет утром. Надо бы сюда свет тоже добавить. Все, вернемся к базе утром. Так, ну, судя по всему, утро наступило. Да, я уже вижу какое-то начальное солнышко. В любом случае, подожду, пока полностью солнце взойдет, и тут можно будет хоть что-то увидеть, потому что, ну, блин, что это вообще такое? Все, короче, ждем и будем думать, где строить базу. Ай! Здравствуйте, мистер Паук. Так, в чем суть? Я выбрал себе вот такое место. То есть где-то вот тут в скале будет находиться моя база. То есть она будет в скале, она будет защищена. Возможно, там будет прям безопасная зона. Так как, ну, тут прям очень много красных сигналов. И я боюсь, что без нее я не смогу прям защитить базу. Вот. Также база будет уходить внутрь скалы. Вот тут, возможно, будет такая маленькая посадочная площадка. Не знаю, посмотрим на это место потом. А в основном я планирую вот что. Здесь находится база. Здесь будет где-то находиться посадочная площадка.
возможно, даже для Немезиса. Не знаю, это все надо будет обдумывать. И в центре вот этого кратера я бы хотел построить ту большую турель. То есть, не знаю, будет ее отсюда видно? Не видно. Короче, вот там находится большая турель, которую я получил буквально на халяву. Вот. И где-нибудь вот тут я ее поставлю. Она будет стоять в самом центре, она будет защищать прям всю эту область. Вот, тут находится база, там находится большая турель, и где-нибудь в стенках этого кратера, типа там, вон там, возможно, где-то тут, я поставлю еще турели поменьше. Таким образом, весь периметр будет простреливаться, и весь периметр будет под защитой, а сама база будет где-нибудь вот тут, наверное. В общем, да, пока что план таков. И я так понимаю, для этого плана мне нужен буровой корабль, поэтому сейчас я слетаю за ним и буду готовить здесь место для базы. Надо будет определиться, где выбрать это место для базы. Ну, как будто вот тут смотрится хорошо. Вот тут это все поубирать, все почистить, и будет база. Короче, да, я сейчас это все выберу, все сделаю, слетаю за кораблем и буду начинать над этим работу. И, блин, эти пауки... Надо будет тоже что-то с ними придумать. Так, предварительно вот так вот это выглядит. Тут 5 на 5, тут единичка, тут тоже 5 на 5. Вдоль этого всего будет идти конвейер, возможно, он тут понадобится. Тут будут какие-то, возможно, ворота, либо еще что-то, не знаю, возможно, бронепластины. И вот таким образом я буду делать тут базу. Надо будет подумать, где тут что поставить, где будет жилой модуль, где будет, там, не знаю, контейнеры, переработка и так далее. В принципе, потихоньку вот так вот все это буду делать. Следить за обстановкой. Ну, вроде все стабильно. Да, появляются какие-то новые кораблики, но угрозы никакой нету. Даже на удивление от Ривера. Он там застрял и все, и не двигается. В общем, продолжаю строительство базы. Так, вот что мне здесь видится. Тут будут какие-то ворота, через которые сможет пролететь маленький корабль. Корабль будет где-нибудь тут стыковаться. Тут будет коннектор. А вот тут будет сама база. Она будет небольшая, тут, возможно, будет дополнительные защитные ворота, чтобы вообще ничего сюда не прилетело. Потому что Ривер все еще тут. Но забавно, вот он там стоит, он вообще не двигается, ни на кого не реагирует, но все его боятся. То есть любой корабль, который тут пролетает, он, ну вот, допустим, там вот летели корабли, они вырубали просто антенну и без антенны летели, потому что они боятся Ривера. Это забавно. Короче, да, строю все это. Это занимает огромное количество времени. Скорее всего, сейчас полечу за ресурсами туда. Так что скоро увидимся. Короче, я подружился с Ривером. Во время того, как я полетел за ресурсами, он прилетел ко мне сюда на станцию и теперь развлекается тут со мной. Ну, у меня нету шансов его попробовать захватить. Проще всего его уничтожить с помощью Немезиса. Вот у него какие-то ракетки. Лазеры самое опасное. Так бы я попробовал, наверное, его захватить. Ну, у него вон какой-то лазер стоит. Ёлки-палки, что это было? Подожди. Блять. Это проблема. Это проблема. У Немезиса щит выключен. Он сломал щит.
Мое оружие сегодня включится на него? Охренеть. Как он вообще смог вытолкать такой огромный корабль? Да уж, вместо того, чтобы заниматься аванпостом, я сейчас буду заниматься починкой Немезиса. Блин, он палубу пробил. Офигеть, вот это ты снайпер. Как он вообще смог такие блоки пробить? Это же все тяжелые блоки. Легкая броня. Офигеть. То есть весь корпус состоит из тяжелой брони, кроме вот этой секции. Я тебя понял. Офигеть. Ну да, он просто пробил легкие блоки и попал в щит. Ладно, возвращаюсь на эту станцию и буду заниматься починкой Немезиса. В принципе, у меня есть прожектор, поэтому проблем никаких не будет. Да и ресурсов у меня вполне хватает. Да уж, никогда недооценивай своего противника. В общем, ошибку свою я понял. Я выключил на Немезисе ускорители, поэтому его подвинуть, по сути, любой корабль может, которому хватит сил. И, видимо, он просто толкнул Немезис, и он улетел сквозь щит, поэтому по нему начал проходить урон. В общем, возвращаюсь я к аванпосту, но, опять же, я вижу там какой-то красный сигнал, я надеюсь, он не атаковал мой аванпост. В общем, сейчас мы это узнаем. Так, кораблик 30 метров, щит у него включен, защита у него тоже есть, 4 уровень угрозы. Это может быть проблема. Блин, а еще тут наступает, так сказать, ночь. Так, вот мой аванпост, а вот этот корабль. Ну, вроде норм. Короче, спускаюсь. Ничего не видно. Так, он за этим холмиком. Ладно, пойду туда пешком. Припаркуюсь где-нибудь здесь. Блин, вообще ничего не видно. Да уж, активизировался сектор после того, как Ривер отсюда свалил. Там корабль, тут корабль прям под моей базой. Ничего не видно. Опа. А вот и кораблик. Возможно, на нем нету вооружения. Нет, на нем есть вооружение, но оно не опасно для меня. Ну ладно. В принципе, корабль я разведал. Он для меня не опасен, поэтому можно вернуться к работе. А потом уже подумаю, что с ним сделать. Итак, вот что пока что получается. Такой вот туннельчик. Здесь посадочная площадка для кораблей. Пока что припарковал здесь буровой кораблик. Основной корабль стоит там. Здесь будет такой жилой модуль. Пока что он выглядит ужасно. Просто пополнять там ресурсы, хп, все такое. Нужно будет тут обустроить какой-то маленький домик. Где-то в стенах спрятать контейнеры, водородные баки. В принципе, я думаю, нормальное место. А так, в целом, я думаю, это нормальное место для базы. То есть прострелить ее будет довольно-таки сложно. Нужно будет опускаться прям вот так вот. Плюс тут будет какое-то вот защитное сооружение, какие-то ворота. Не знаю, что-то придумаю для защиты. И, возможно, тут тоже сделаю какие-то ворота, которые там, может, из стен выдвигаются. Не знаю, что-то надо будет, короче, придумать для этого. А пока что это выглядит так. И пока что я, наверное, буду развивать внутреннюю часть. А потом уже переберемся на вот эту вот часть. Возможно, я не знаю, возможно, здесь пробурю дыру. Возможно, здесь сделаю какой-то выход к космосу, чтобы любоваться космосом, любоваться Землей. Не знаю. Надо будет это обдумать. В принципе, строительство продолжается, поэтому встретимся, когда уже будет хоть какой-то результат. В очередной раз ко мне кто-то прилетел. На этот раз это Семс со своими дронами, поэтому я
По-быстрому лечу на станцию. Под защиту безопасной зоны. Пролетаем станцию. И тормозим. В любом случае, мне нужны компоненты для постройки базы. Поэтому я бы в любом случае сюда прилетал. Там вроде все в порядке, там врагов нету. Кроме того корабля. Ну что ж, привет, ребятки. 15 метров, 15 метров. Там вот какой-то кораблик. И вот это вот громадина 140 метров. Но я боюсь только тот корабль. Эти мне, в принципе, ничего сделать не смогут, наверное. Но больше всего я боюсь за свою базу. Кажется, они прямо сейчас на нее будут лететь. В общем, жду, пока эта обстановка успокоится. Они полетели на врагов, которые вот там вот были. В принципе, можно туда слетать, посмотреть на этот файт. Вот этот корабль Семс, и по нему стреляют, видимо, какие-то еще или корабли, или, не знаю, какая-то, может, техника. База моя не тронута, надеюсь. Короче, жду, пока обстановка успокоится, беру материалы и возвращаюсь строить базу. Итак, давайте проведу небольшой тур по базе. Перед базой стоит корабль. Тут вот такая вот посадочная площадка. Я не знаю, что я сюда буду садить. Возможно, корабли по типу Фантома или вот этот вот буровой корабль. Вот. Далее мы заходим в саму базу. Она имеет вот такую вот защиту на случай, если кто-то сюда все-таки как-то стрельнет. Заходим в саму базу. И тут есть кислород. То есть мы можем снять шлем и дышать. Ура, ура! Тут такой маленький технический блок, то есть кровать, батарейка, зарядная станция и доступ к ресурсам. Далее большой радар, который говорит о том, что тут ну просто куча кораблей. Это прям офигеть какой активный сектор. То есть, блин, тут сколько? 4 или 5 красных сигналов и еще парочка нейтральных сигналов. Сам контейнер находится за вот этой стенкой. В принципе, давайте я его покажу. То есть вот это сверху над базой. Тут два H2 генератора, кислородный бак и вот контейнер. Тут, соответственно, будет, скорее всего, водородный бак, либо еще один контейнер. Сюда тоже, возможно, расширюсь, и сюда, возможно, расширюсь. Плюс надо будет это как-то защитить, чтобы сюда не попала шальная пуля и не подорвала всю мою базу. Это вот тоже надо будет продумать. Пока я это все строил, на меня нападали всякие враги. То есть это были какие-то люди, которые прибегали непонятно откуда и начинали по мне стрелять. Также тут есть всякие пауки, которые опять же на меня нападали. Плюс вот недалеко от меня, буквально 4 километра, какие-то враги. Также нельзя забывать, что буквально возле меня лежит все еще вражеский корабль. Я не знаю, что с ним делать. Я воевать с этой фракцией не хочу, но и корабль тут оставлять не хочу. Не знаю. В общем, вот такой вот сегодня день. Появилась маленькая база на Луне. Нужно ее развивать, нужно ее укреплять. Конечно же, поставить какие-то оборонительные турели от людей и пауков. И турели от кораблей. Но этим заниматься я буду позже. А сейчас надо пойти чуть-чуть отдохнуть. Все, увидимся совсем скоро.